Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим очень вкусный торт без выпечки. Готовится несложно и получается красивым и необычным. Такой торт под силу приготовить каждому. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим крем. В кастрюлю наливаем 1 литр молока. Насыпаем 1 стакан сахара, 2 столовые ложки муки и 2 столовые ложки крахмала. Сюда же разбиваем 1 желток, белок нам не понадобится. Кастрюлю ставим на огонь. Варим крем на среднем огне, постоянно перемешивая венчиком, чтобы крем не пригорел ко дну. Когда крем загустеет и начнет закипать, варим еще 1-2 минуты и снимаем с огня. В горячий крем добавляем 50 грамм сливочного масла и 10 грамм ванильного сахара. Все перемешиваем и оставляем остывать на 10-15 минут. Периодически перемешиваем, чтобы не образовалась корочка сверху. Крем уже немного остыл. В миску кладем 200 грамм творога и измельчаем его погружным блендером. Также творог можно перетереть через сито. Подготовленный творог кладем к уже немного остывшему крему. Все перемешиваем. Вместо творога можно использовать сливочный или творожный сыр. Готовим сироп для пропитки печенья. В мисочку насыпаем 1 столовую ложку растворимого кофе, 1 столовую ложку сахара и наливаем 250 мл кипятка. Все перемешиваем. Сюда же к кофе наливаем 100 мл молока. Опять перемешиваем. Складываем торт. Печенье савоярди обмакиваем в приготовленном кофе и сразу же выкладываем в форму. Таким методом закладываем все дно формы. Диаметр моей формы 28 см, а высота 5 см. Сверху на печенье выливаем половину приготовленного крема. Крем аккуратно разравниваем ложкой по всей поверхности. Следующим слоем опять выкладываем печенье савоярди, пропитанное в кофе. Выливаем оставшуюся половину крема. Крем равномерно распределяем по всей поверхности. Торт ставим в холодильник застывать минимум на 4 часа. Я поставила на ночь. Для украшения торта нарезаем полоски из бумаги шириной 2 см. Подготовленные полоски выкладываем на торт. Сверху посыпаем какао так, чтобы промежутки полностью покрылись какао. Аккуратно снимаем бумажные полоски. Кладем новые бумажные полоски под углом. Снова посыпаем какао, но теперь не настолько обильно, как в первый раз. Аккуратно снимаем полоски. Разрезаем торт и подаем на стол. Еще больше разных вкусных тортов без выпечки смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. Торт без выпечки получился очень вкусным и нежным. Готовится просто и отлично подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Торта получается много, и его хватит примерно на 14 человек. Если вам понравился рецепт такого торта, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.